Ребята и девчата, всем привет! Наливайте чаек, наливайте кофеек или кто чего покрепче, а я предлагаю вам присоединиться к такому замечательному и такому долгожданному отдыху на воде. Будем пробовать рыбачить, будем пробовать ходить на лодке. Ну а что из этого получится, посмотрим. Все, поехали! Вот на такой дороге надо ездить почти как по гололеду. Вот эти вот камушки, они могут, ой, как сильно злую шуточку сыграть. Так что резкие маневры, крутить рулем, тормозить резко там в пол и все подобное такое не стоит выполнять. Ну что, ребят, вот мы потихонечку подъезжаем к месту нашего табора. Вечер, солнышко к закату уже клонится. Какое-то место в лесу одними клопами воняет. Видимо, травы много, что ли, тут развелось. Прям вообще вот из машины только вышел, сразу почувствовал запах этот вонючий. Клещей бы только не нацеплять. Но сейчас вроде бы как они не очень активные, поэтому нормально будет.
иногда, когда на машине подъезжаю к какому-то месту, где дров нету, то проще мне вот таким вот образом просто немножко чуть-чуть загодя заготовить. И все, и уже как бы на этот запасик полагаться. Я их сразу на чурки такие, ну, ходовые не пилю обычно, но просто вот, чтобы влазили на багажник. Обычно этого достаточно. Совсем уж гнилушки, конечно, смысла нет брать. От них толку особого не будет. Понятное дело. Но, как говорится, за неимением тут уже приходится, не приходится порой выбирать. Вот что я хочу сказать. Чего кричишь, Колоклюина? Ну вот, посмотрите, это вот у меня с Нива, как говорится, обычное состояние Нивы летом. Ну, вернее, весенний, летний-осенний период. И я не снимаю, как говорится, свой комплект эгоиста. Я о нем еще расскажу. Это небольшая лодочка и небольшой моторчик. Ну, вот про эти стойки вы можете посмотреть в моем видеоролике о маркизе, так называемый. Ссылочка у вас будет сейчас в верхнем правом углу. Ознакомьтесь, для чего я и каким образом я их применяю. Дрова. Дрова я видели. Вы видели, вернее, как я их заготавливал. Ну, а это они у меня ездят постоянно. Мои атрибуты для преодоления бездорожья. Это лопата. Она не только на бездорожье нужна. Ну и, собственно говоря, хайджек. Ну, то есть яичный домкрат. И вот этот у меня комплект, я его очень редко когда снимаю в этот период, потому что машина у меня всегда заряжена для выезда. Выезд состоится, как говорится, может состояться вообще неожиданно. Подвернется выходной, либо так совпадут обстоятельства, что надо будет прыгать просто в машину и ехать. Некогда времени там на сборы тратить. И машина должна быть для этого готова. Поэтому вот. Мы ехали и наконец приехали. Сегодня моя основная задача это установить и как бы расположиться, как полагается, да, чтобы все было под рукой, все было, как говорится, на своем месте. Те, кто часто выезжает, у тех, конечно, все более-менее как-то все, ну, последовательно идет и какой-то свой распорядок. Такой же распорядок и у меня. Я не буду говорить, что это лучше всего или там как худше всего. Ну, сами понимаете, что тут у каждого все индивидуально. Кто как-то привык, у кого какие-то обстоятельства, какие-то свои условия. Я просто кратко расскажу, как делаю я. Ну, сейчас, во-первых, конечно же, осенние вечера, они очень короткие. Гораздо короче, чем летние, но, слава богу, еще длиннее, чем зимние. Поэтому нужно действовать максимально быстро. Чаще всего я выезжаю на водоем таким образом, что приезжаю, если есть возможность, я успеваю сплавать, ну, то есть, как бы, ну, на лодке, либо походить по берегу, порыбачить именно таким образом, то есть активным, скажем так. Если же у меня время совсем в обрез, то я поступаю по-другому немножко. Я приезжаю и в первую очередь, что я делаю, это я ставлю донки. Ну, то есть белая рыба, она в любом случае как бы, ну, будет, если так повезет и все так, как говорится, сложатся все звезды там и так далее. Белая рыба будет. Поэтому донки забросил, это, как говорится, пассивная такая рыбная ловля. Они не требуют постоянного внимания, забросил, колокольчик поставил и как бы ходишь, занимаешься своими делами. Это второе.
Ну и третье, конечно, когда приезжаешь, когда совсем уже темно и некомфортно какие-то вообще действия там на берегу делать. Ну и не стоит у меня, собственно говоря, нет такой цели, чтобы привезти там мешок рыбы на продажу или что-то еще. Я еду в водоем не за этим. И я думаю, что большинство людей, которые меня смотрят в том числе, придерживаются аналогичного мнения. Так, ребят, ну что, показываю вам, как говорится, в режиме реального времени, так как я устраиваюсь чаще всего на ночевку в Ниве, трехдверке своей. Смотрите, во-первых, у меня не заставлено, не завалено водительское кресло. Ну, там разные причины для этого могут быть, но самое главное то, что я могу в любой момент прыгнуть за водительское кресло и поехать. Поскольку здесь у меня как бы, да, лежак, спальное место мое. Вещи все у меня в автомобиле. Как видите, да. Я немножко, когда сегодня, сейчас уже вечер, вот представляете, осень, конечно, всем хороша, кроме того, что очень быстро становится темно. Денек коротенький совсем. И вот сейчас 9 час всего вечера, а я уже вынужден ходить с фонариком и на улицу. Вот посмотрите, пожалуйста, вот. Хоть глаз выколи. Поэтому я готовлю свой ночлег. И о чем я хотел сказать-то, собственно говоря. Почему включил камеру. Смотрите, значит, все мы застилаем, да, ну, как полагается, чтобы можно было спокойно там шевелиться, раскидываться, как бы, ну, не стесняясь каких-то этих, потому что когда вот не застелишь вот этих вот, да, вот с боков и так далее, будешь переворачиваться, будешь постоянно либо сваливаться, ну, будет некомфортно, поэтому, ребят, вы всегда старайтесь вот эти вот боковушки полностью заполнить как бы чем-то, чтобы вам прям, ну, прям постарайтесь какой-то комфорт близкий к домашнему воссоздать. Конечно, не у всех это не всегда получается, но тем не менее как-то стараться к этому стремиться нужно. Ну, о чем я хотел еще сказать. Вот смотрите, сегодня у нас ночью передают, я прогноз смотрел, было по прогнозу -1 в ночь. Это уже, так сказать, достаточно некомфортно, да, ночевать в машине. Я не собираюсь ее там заводить, греть, потому что, ну, нет необходимости такой острой в этом. Тем не менее, я решаю эту проблему вот таким вот образом.
конечно, все в голос скажут: самая лучшая, как бы говорится, грелка и самое лучшее отопление — это боевая подруга. Но не всегда бывает, что она рядом, поэтому приходится выкручиваться своими какими-то средствами. И одно из средств у меня вот такое вот. Это электрическое одеяло. Оно маломощное, как раз для того, чтобы вот какой-то вот комфорт, теплый такой, достаточно такое доброе, как говорится, тепло создать, чтобы вы могли спокойненько уснуть в комфорте. Оно автоматически отключается спустя, там, в зависимости от настроек. Ну, по-моему, вот это вот 3 часа работает и потом отключается. 3 степени у него нагрева. Вот. Естественно, оно требует 220. То есть это обычно, ну, как говорится, обычный электрический прибор. То, что там он потом выдает в итоге в свои вот эти вот, да, вот у него тут какие-то, ну, нагревательный вот этот элемент, который внутри располагается. Это дело десятое. Самое главное, что он, ну, предполагает, что его нужно включать в розетку обыкновенно. Поэтому я всегда вожу с собой, ну, и видеокамеру, конечно, но и преобразователь. Сейчас я его вам достану, покажу, и вы поймете, что просто вот такой вот достаточно простая схема, обычная, она позволяет с комфортом, во всяком случае, уснуть. Ну, а если вы ночью проснулись, вы берете вот тут вот тумблерочек такой, да, на него там переключатель, вы его в положение выключения ставите и обратно в положение включения. И у вас как бы одеяло как бы типа как перезапускается. И этих 3 часа начинается отсчет заново. Так что вот, давайте сейчас посмотрим преобразователь. Вот, достал я этот, значит, преобразователь. Вот такой агрегат китайский, с Алиэкспресс. Давно я его очень заказывал, и несколько раз он капитально меня выручал. Ни разу еще не пожалел, что я его тогда купил. Там прыгали на них цены, повышались до каких-то неимоверных величин, потом вроде как бы стабилизировались. Сейчас, к сожалению, не знаю, сколько стоит. Ну, как бы это, наверное, не важно сейчас. Я буквально там пару слов скажу про него, что вот он киловаттный, да, пиковая нагрузка до 2 киловатт. Вот. Самое главное, что у него чистая синусоида на выходе. Кто, ну, немножко понимает, да, тот оценит это. То есть, и вообще, конечно, железка производит впечатление. То есть, вы представьте, киловаттный. Я видел киловаттный, они вот на треть, наверное, вот так вот этого прибора. Но я не знаю, там, что там в нем внутри стоит, в этих штуках. Но, по крайней мере, это можно, блин, орехи колоть. Алюминиевый классный корпус. Честно, не разбирал, не могу сказать, что там и как. И, как бы, ну, меня это не интересует. Самое главное, что он меня полностью устраивает и работает. У него вот такие вот, значит, крокодилы, которые можно спокойно к аккумулятору подключить, да. И почему-то вот такой совсем невзрачное подключение к розетке прикуривателя. Ну, так называемый, да. Ну, то есть, оцените, да, какие провода эти и какие эти. То есть, один провод, значит, к аккумулятору равен, значит, 2 проводам, а то и даже он больше, чем 2 провода вместе, которые здесь. Но я понимаю, конечно, задумку. Дело в том, что на розетках ток ограничен, и, соответственно, там предохранитель стоит. И ребята, производители, положили эту штуку, да, можно его подключать, конечно же, к прикуривателю, но имейте в виду, что он вам обозначенных характеристик, он, конечно же, вам не выдаст. Для того, чтобы он выдал вам нужные характеристики, вам нужно напрямую подключить его к аккумулятору. Только так. А время-то всего, сейчас вам скажу, даже еще 9 нет. 9 вечера. Ну, плюс-минус. Сейчас мы немножко подкинем. Как говорится, дадим жару. Ой. Ну что, ребят, вечеруем. Вечеруем.
Так, у меня сегодня задача вечер. Помимо того, чтобы обустроить табор, да, как я уже говорил, мне нужно сварить кашу. Сейчас как раз мы этим и займемся. Надеюсь, камеру я нормально настроил, видно меня. А то прошлый дубль какой-то был продолжительный, но при этом не очень удачный. Так. Несмотря на то, что у меня костер горит и он у меня под боком, я, конечно, в этом случае пользоваться им не буду, потому что жар большой. Я лучше на газу. Вот сейчас установил все это. Как-то вот костер, значит, кастрюлька здесь кипит на горелке. И вспомнил один случай. Вот, может быть, кто-то меня поддержит, да, вы потом напишите в комментариях, да, какое ваше мнение по этому поводу. Вот бывают места, как будто бы не принимают тебя. Не знаю, эзотерика это, не эзотерика, или какие-то, я не знаю, там электромагнитные волны сошлись не те, которые нужно. Я не готов насчет этого рассуждать, я могу только рассказать то, что было. А было вот что. Единственный раз у меня такое было, сразу же скажу. Поехал как-то в очередной раз, значит, на водоем. Приехал также, без всяких проблем добрался, все. Единственное, что место такое было, ну, нелюдное совершенно. Вот, пробирался я как бы там, не то чтобы с какими-то проблемами, но, в общем, попыхтел. Нива у меня была тогда не так подготовлена, была, по-моему, ну, так сказать, в стоке. Ну и пришлось, короче говоря, там покопаться. Тем не менее, в общем, добрался я, все нормально. Обустроился так же, да, как сейчас примерно. Тогда была немножко другая ситуация в плане воды, в плане погоды. Домки забросил и также вот уселся на бережку. Сижу довольный, и вдруг раз, вот представляете, какое-то вот состояние тревожное. Вот не знаю даже, с чего оно взялось. Никаких предпосылок к нему не было. Он как-то раз и как-то вот накатило. Ну ладно, накатило, да. А потом как-то это все усиливалось, и знаете, вот людей нету совершенно. Не знаю, может быть, если люди было бы как-то по-другому, но... Или, может, я на это обратил. Ну, короче, не суть. В общем, все это как-то усиливалось каждый раз. И вроде бы поклевки пошли. То есть это не связано было с каким-то там, ну, неудачным приездом или еще что-то. То есть погода замечательная, все замечательно. Только абсолютная тишина. Нету ни людей, ни зверей. Зверя вообще никакого нет. Если вы помните, да, вот предыдущие ролики мои выездов, какие есть, да, посмотрите. Я там все равно выкладываю, да, то там, козел заорал, ну, в смысле, самец косули, да, то, значит, глухарь полетел, то еще что-то, то есть какая-то живность все равно есть. А здесь, представляете, вообще полная тишина. Ни зверь, ни птица, ни человек. Оно такое бывает, как бы это нормальная ситуация. Но почему-то в тот раз как-то оно вот так сыграло, что как-то стало очень некомфортно. В итоге я собрался, благо недолго все, да, манатки свои собрал все, и переехал буквально, наверное, по этой же реке, все, но буквально там, может, вверх по течению я переехал километров
сколько там позволила дорога, возможность. Километров 5, наверное, может быть, да. И все. И все как рукой сняло. Вот такая вот история. Поэтому хотите верьте, хотите нет. Может быть, у вас что-то подобное было. Я как бы так-то, конечно, ну, могу предположить, что такое бывает. Но сам, именно сам на своей шкуре, единственный раз всего это пережил. Не скажу, чтобы это прям какие-то эмоции прям меня вызвало. Но вот да, как факт. В общем, пишите в комментариях, что по этому поводу вы думаете. Ну и там дальше, как говорится, всем хуралам решим, как с этим жить. Да, вот и костерок подтвердил. Так, ну что ты не кипишь-то? Так, ладно. Сворачиваю я, получается, свою лавочку и готовлюсь ко сну. Вообще, вот эту вот горелку, ну, в смысле плитку газовую, да, я ее приобретал как запасную. Ну, то есть не рассчитывал на нее вообще. Как бы проверил ее, естественно, да, что она рабочая, все в порядке с ней. И вожу ее именно для того, чтобы она как была бы на подхвате. А в итоге, представляете, она стала основной. А все почему? Потому что для одного не нужно какую-то большую площадь. Вот мне ее хватает полностью. И она как бы, ну, отрабатывает на 100%. У меня та плитка, которая, она как бы полноценная газовая плита вот этого, да, ну, которая туристическая, однокомфорочная, скажем так. Вот. Она замечательно все работает, но в ней, блин, она здоровая. А вот это вот, она вот, грубо говоря, там, с пачку чая, да. Пора бы, наверное, кастрюльку почистить. Только что я сделал прикормку, сварил. Но завтра же я вам приготовил кулинарный шедевр. А какой шедевр без чистой кастрюли? Поэтому вот такой вот анонс. А завтра будем готовить вот такое вот классное блюдо лесное. Ну, насколько оно лесное, конечно, вопрос. Самое главное, что вкусное и доступное. Это может приготовить, можно сказать, каждый, у которого есть соответствующие ингредиенты. Но для этого мне нужно сначала почистить и помыть кастрюлю, чем я и займусь. Все у нас для завтрашнего кулинарного изыска все готово. Поэтому я на сегодня сворачиваюсь, ребят. Я думаю, смысла нет уже, потому что, ну, слишком темно, и я не успел ничего приготовить для рыбалки. У меня сейчас остался только мой, как говорится, приготовленный ко сну салон.
Поэтому я вам желаю спокойной ночи. Себе желаю спокойной ночи. И все. Завтра встретимся. Всем пока и до завтра.